Друзья, всем привет! Сейчас уже 7:30 утра, бегу на работу, ничего не успеваю позаниматься. Акцент, значит, делаем на диете. 8-й день, 68 килограмм. И сегодня взвесилась, перекусила 100 грамм творога и 8 кусочков кураги. Я их предварительно в воде размочила, чтобы они были поприятнее. Ну и вот сейчас уже бегу на работу. Первая клиентка в 8, нужно сейчас успеть. Вот так вот и живем. Даже спортом не успеваем заниматься. Но ничего. Как мы все знаем, фундамент – это питание. Поэтому не держимся на питании. И что очень важно, хочу сказать, что, конечно, не нужно обращать внимание на то, что сначала уходит у нас объем, потом уходит вес. Вам вроде кажется, что вы уже сбросили какой-то вес, но на весах вы не видите этого. Потому что все происходит так. Сначала уходит объем, потом уходит вес. Всем до встречи. Итак, друзья, всем еще раз привет. Сегодня 8-й день. У меня перекус сейчас будет персиком. Сейчас я его съем, очень уже хочется. 2 часа прошло после завтрака. Еще бы хотелось сейчас поговорить немного о питании. Многие спрашивают, почему так, почему там так питаетесь. У меня есть большой опыт именно работы в Институте питания Российской академии медицинских наук. Я там проработала 7,5 лет, работала старшей медицинской сестрой физиотерапевтического отделения и проводила лечебную физкультуру. Также проводила различные процедуры для людей, не только страдающих ожирением, лишним весом, но и различными другими заболеваниями. И поверьте, у каждого заболевания есть своя диета. Врачи, диетологи или получается, диет-сестры, они подготавливают рацион для таких пациентов, и у каждого он свой. Если это человек, страдающий ожирением и лишним весом, это определенный тоже стол, определенная диета. И эта диета исключает любые крупы, она разрешает употребление хлеба 1-2 кусочка в день, разрешает разгрузки на бананах, на яблоках, творожные, мясные вместе с овощами, мясная разгрузка, но обязательно вместе с овощами. Также эта диета подразумевает не только сокращение калорий, но и обязательно сокращение соли, не то что сокращение, а полное ее отрицание. И также исключение просто обычного сахара. То есть сахар мы можем употреблять в фруктах, в которых он находится, в кураге, в черносливе. Также невозможно есть сыр, потому что он содержит соль. Соль задерживает жидкость. Бананы можно есть. Почему? Несмотря на индекс их высокий, потому что там очень много микроэлементов. Когда мы сокращаем потребление соли, водно-солевой баланс немного меняется. Мы можем терять, так же как мы теряем вес в этот момент, мы можем терять многие микроэлементы и минералы. Для этого рекомендуется пить витамины, самые можно обычные, комплевит, самые дешевые. И бананы в этом плане, они очень хорошо восполняют потерю калия, магния, других микроэлементов и витаминов. Еще такая диета в семье подразумевает 2-3 раза в неделю разгрузки. То есть разгрузки вы выбираете сами уже, какие вам нравятся. То есть диетолог может рекомендовать, но у нас всегда наши пациенты, которые лежали в клинике питания, они всегда диетологу, естественно, свое мнение говорили, что мы хотим так-то. И диетолог прислушивался. То есть кому-то больше нравится разгрузка мясная, кому-то творожная, кто-то готов целый день сидеть на бананах, на яблоках. Была также разгрузка карель.
Но я немножко ее не понимаю. Создатель этой разгрузки француз, и она была на черном хлебе, на яйцах и на молоке с картофелем. Вот такая была разгрузка. Все очень дозированное было. Поэтому самое главное не сокращение калорий, а самое главное отказ от соли, потому что соль есть везде. Вы съели кусочек черного хлеба, там уже есть соль. Вы съели что-то там, я не знаю, ложку зеленого горошка, там уже есть соль. Старайтесь есть без соли вообще. Ну а сейчас, друзья, перекус. Вкусный, сладкий и приятный. Друзья, сегодня я проведу процедуру самомассажа и процедуру обертывания. Сначала немножко об обертывании. Обертывание у нас будет достаточно эффективное. А в чем его эффективность? Оно будет улучшать кровообращение. Это термообертывание. Я его буду проводить до процедуры массажа. Для чего? Это по классике, по классической схеме. Делается это для того, чтобы разогреть кожу, разогреть мышцы. И по разогретому телу уже не так будет болезненно делать антицеллюлитный вакуумный массаж. Обертывание, именно это, которое я буду делать, не предусматривает пилинга. Наоборот, производитель не рекомендует перед этим обертыванием делать процедуру пилинга, потому что оно достаточно интенсивное, сильное обертывание. Держать мы его будем около часа. Оно даст яркую гиперемию, оно будет выводить лишнюю жидкость из организма, из клеток, и оно даст очень хороший лифтинг. Его не обязательно смывать, если нету душа, то можно протереть влажными полотенцами. И после этого можно уже выполнить процедуру самомассажа. Начинаем. Вот такое обертывание. Сегодня я хочу поговорить о том, как удержать вес. Многие меня спрашивают, как это сделать. Так как у меня был опыт, 4 года назад я похудела на 17 килограмм за 3 месяца. И теперь до сих пор я этот вес уже в течение 4 лет поддерживаю. Как делать, что делать, как, в общем, сделать так, чтобы вес был тот, который вы захотите. То есть вы уже похудели, неважно даже как, вы достигли желаемого результата,
Как поддерживать тот вес? Очень просто. Если вы планируете пойти куда-нибудь наесться, напиться на день рождения, на праздник, на шашлыки на дачу или еще что-то, вы всегда это планируете, правильно? Есть, конечно, незапланированные какие-то мероприятия, но в основном все запланировано. Перед этим мероприятием вы делаете разгрузку. То есть, опять же, можно сделать ее на твороге, можно ее сделать на мясе, то есть на вареной говядине с овощами. На чем? К чему вы привыкли? На том, что вы захотите, там, на яблоках. Но не всем мое не нравится, потому что у кого-то есть проблемы с желудком. Выбираете себе разгрузку, делаете перед днем, когда вы хотите объесться, разгрузочный день. Объедаетесь, и на следующий день вы тоже делаете разгрузку. И тогда у вас вес никогда не наберется. И после этой разгрузки, уже после объедаловки, вы приступаете к нормальному питанию. Это питание не обидное, порции должны быть небольшие. Вы можете даже есть выпечку с утра, вы можете есть каши, то, что в принципе вы захотите. И как вы видите, взвешиваетесь раз в неделю и видите, что у вас вес, например, идет вверх, а вы этого не хотите, естественно, делаете разгрузочный день и прибавляете больше физической активности. Для меня лично похудеть намного тяжелее, чем поддерживать вес, потому что поддерживать, в принципе, я могу себе позволить все. То есть я могу себе сегодня позволить мороженое съесть достаточно много, я не знаю, там большой брикет 48 копеек, я его за раз могу съесть. Я могу себе позволить что-то там съесть соленое, может быть, сыр или еще что-то. Но следующий день я, конечно, буду себя ограничивать не только один, а последующие 2 дня, даже, может быть, и 3. Потом опять я позволю себе, что хочу. И вот такая амплитуда, вот такие колебания в питании для того, чтобы поддержать вес. То есть, в принципе, те дни какие-то мы себе выделяем, мы кушаем, что мы хотим. Но больший процент времени, 70%, мы все равно питаемся достаточно сдержанно, держим калории и, естественно, смотрим на соль, на то, чтобы ее было минимум. Есть у меня знакомые, которые держат диету, но ничего у них не получается, потому что они не убирают соль. Это очень важно даже для тех, кто сидит на диете. Диета это что? Это то, что немного отличается от нашего обычного питания. Это то, что немножко нас ставит в рамки. Поэтому, естественно, убирая соль, хорошо бы убрать сахар, тогда мы уже начинаем сбрасывать вес. Потому что сахар, глюкоза, находясь у нас в организме, когда мы его съедаем, для вывода сахара, для вывода глюкозы нужна соль, нужен натрий хлор. Поэтому также сахар может задерживать жидкость, но не в такой степени, естественно, как просто соль, как сыр, как соленая рыба, как что-то там в бизнес-ланче, потому что очень часто добавляют всякие кубики и так далее в бизнес-ланче, в еду. Поэтому здесь важно тоже смотреть за питанием, может быть, носить что-то с собой, или, как я делаю, мне неудобно носить с собой, готовить дома я не успеваю. У меня целый день очень активный, на даче тоже не успеваю я готовить, и мне не очень хочется это делать. Поэтому я покупаю уже готовые продукты, достаточно простые, и их употребляю. Можно что-то зайти купить в любую столовую, в любое кафе, то, что доступно, не знаю, те же самые там вареные яйца в столовой продаются, я их часто покупаю. И капуста, брокколи, но тогда уже без хлеба, потому что там они все равно ее досаливают в каком-то режиме, да, есть там все-таки соль. Поэтому я думаю, что для тех, кто хочет похудеть, самое главное придерживаться жесткого режима. А для тех, кто хочет просто свой вес поддерживать, можно немножко создавать вот эти вот колебания, но они не должны быть сильны. Я обжираюсь там месяц, потом я худею, потом месяц обжираюсь. Да, вы можете обожраться, как я уже говорила, 1 день, но до этого разгрузка, и после этого разгрузка, и потом
нормальное, здоровое питание. Вся жизнь на работе, перекусы тоже, все питание. Сейчас такой у меня перекус, много листьев салата и кусочек черного хлеба. Я помню, когда я лежала в клинике питания, но я там и работала, и как-то момент такой был, я туда легла, все время была на питании. Мне так хотелось есть, жутко. Там можно было 1-2 кусочка хлеба съедать за весь день. Я съедала их 5-6, потому что мне настолько не хватало еды, я так растянула желудок и так хотела есть. И несмотря на то, что я ела по 5-6 кусков хлеба в день, была полностью бессолевая диета, я похудела там на 10% за 3 недели. Но у меня был достаточно большой вес. Тогда у меня где-то было 85 килограмм. Я похудела, но и не смогла его, естественно, потом удержать, потому что как удержать, это все здесь. И, естественно, что здесь перекладывается на наше уже пищевое поведение физическое. То есть я не смогла удержаться, я думала, что я съедаю что-то неправильное, и все катится в тартарары, и если я один день что-то поела не то, то тогда в следующий день уже все, он, извините, коту под хвост, так скажем, уходит, и поэтому все, вся судьба сломана. Так что не надо бояться хлеба, смотря с чем вы его едите. Конечно, если вы его едите с жареным мясом, то, конечно, нет. Если это листья салата, если это овощи, то да. Тогда вы можете спокойно кушать хлеб, наслаждаться. Ничего страшного в этом нету. Диетологи Института питания Российской академии медицинских наук нас поддерживают в этом, дают свои рекомендации, что да, 1-2 куска хлеба можно кушать. Поэтому я хотела поделиться таким опытом, что я, несмотря на то, что ела очень много даже хлеба, все равно я похудела. Здесь дело не только в хлебе, но и дело в том, что 90% времени вы едите. Ну вот, прошел час, наше обертывание уже подходит к концу. Сейчас вы увидите достаточно сильную гиперемию, я вам покажу. В тех местах, где оно было нанесено, я чувствую достаточно такую прохладу, холод, и холодно, даже нос замерз. Почему это происходит? Потому что активная гиперемия, активный приток крови к поверхности, он организуется за счет чего? За счет того, что кровь уходит из глубоких сосудов, из глубоких из глубоких вен, из глубоких сосудов к капиллярам поднимается наверх, и получается, что наш организм начинает немного мерзнуть, потому что ему не хватает крови для того, чтобы согреваться. Во время такого обертывания очень многие бегать начинают, прыгать, идут на фитнес, занимаются упражнениями, чтобы усилить действие обертывания и чтобы усилить эффект для похудения. Смотрите, какая гиперемия появилась, достаточно яркая. Сейчас я покажу. Вот, видите? Вот такая гиперемия. Вот здесь вот видно очень сильно на ноге, на самом деле. Вот здесь вот на этой стороне ноги видна сильная гиперемия. И здесь тоже. Вот она. Все, сейчас буду снимать обертывание и делать процедуру самомассажа. Приступаем.
Все, друзья, процедура обертывания и массажа закончена с помощью банки. Выполняйте это хотя бы 3 раза в неделю, и будет супер эффект, потрясающий. До встречи! Итак, друзья, вся жизнь на работе. Сейчас был перерыв, сбегала, купила себе поесть. Что я купила? Естественно, я купила овощи, то есть перец вот такой. Купила себе очень много салата. Это хорошая клетчатка, листья салата, белая дача, хрустящий айсберг. Купила себе десерт. Ну, это за один раз, конечно, не съестся. Это можно разделить на 4 раза. Здесь 150 грамм чернослива. Калории в нем 272 калории. Вот, на 3-4 раза можно разделить. Несколько черносливов, это как перекус. Но я купила себе на десерт с чаем после листьев салата. И, конечно, на вечер я купила творог. Так как вечером я всегда очень-очень хочу есть, я съем половинку творога, можно с листьями салата съесть. Вот, и тогда голод уже уходит, то есть это белок, это будет долго перерабатываться, организм больше потратит сил на переработку вот такого белка, больше сил потратит, чем будет калорий в твороге. Здесь калорийность небольшая, где-то может быть 120 калорий, энергетическая ценность, да, 120 калорий в 100 граммах, здесь 200 грамм. То есть 100 грамм съесть половинку пачки, 220 грамм, 130 калорий будет. Так что вот такая у нас сегодня из магазина доставка мной же самой. Сейчас я буду есть перец. Вот, потом уже буду тренироваться. Поработаю. Это будет тренировка. Но это не та тренировка. Конечно, важны кардионагрузки, когда вы хотите похудеть, сбросить вес. Кардионагрузки. Силовые нагрузки могут не дать такого ощущения сброса веса. То есть вы не будете видеть на весах то, что вес уходит, потому что при силовых нагрузках работают мышцы, мышцы будут расти, вес будет уходить, объем будет, не будет так сильно уходить, объем будет теряться. Вы будете чувствовать, что вы худеете за счет мышц. Потому что мышцы – это как кирпич, а жир – это как вата. У жировой ткани большой объем, если сравнить, и мышечной ткани объем небольшой, а вес будет один и тот же. Поэтому, когда вы занимаетесь силовыми тренировками, может происходить замещение жировой, то есть жировая ткань будет замещаться на мышечную. Объем уходит, вес стоит. А нам нужно сейчас вес. Сначала сбросить вес, потом уже можно на силовую пойти. Поэтому больше кардио, ни с какими снарядами, ни с какими гантелями не занимаемся. Так легко поприседали, чуть-чуть побегали, в планке постояли, что очень важно. И продолжаем дальше с позитивом, с эмоциями, с медитацией.